В общем так, я решил записать, пользуясь средствами современных, так скажем, достижений, звукозаписи, записи информации. Пользуясь этими средствами, я решил записать ту информацию, которую я сейчас расскажу. Это будет долгий разговор, поэтому нельзя торопиться, спешить, забегать вперед и так далее. То есть запастись большим терпением надо, чтобы выслушать все до конца, чтобы понять смысл этого сказанного и потом сделать соответствующие для себя выводы, то есть переварить эту всю информацию, которую я сейчас буду излагать постепенно. Потому как если это все быстро сделать, оно теряет такой глубинный смысл. Поэтому сейчас я это делаю в спокойной обстановке, когда никто не мешает мне сосредоточиться на мыслях. Сейчас в данный момент я это произношу все по-русски, на русском языке. До этого это я изложил на казахском языке. Если найдете, в общем, послушайте там. Смысл в следующем. Что я хочу изложить здесь? Дело в том, что я пытался найти представителей ученых, науки, занимающихся исследованиями в области истории конкретно нашего казахского народа. Это раз. Но не только этим ограничиваясь, а в контексте всей, так скажем, истории нашего евразийского региона. Далее вы поймете, почему я вот так выражаюсь. То есть я пытался найти таких ученых людей, специально звонил в Институт этнологии и историографии нашего Казахстана, который, по-моему, при Академии наук находится. И пытался найти там, специалистов, заинтересующихся этой темой. Но вот там, когда мне порекомендовали человека, с которым можно поговорить, пообщаться на эту тему, я с ним предварительно пообщавшись, понял, что это, так скажем, не тот специалист, который мог бы, так скажем, вот это дальнейшее мое сказанное адекватно, так скажем, в научном русле, развить, понять и осмыслить, так скажем. Дело в том, что тот основной источник, на который, допустим, я буду ссылаться далее в своих изложениях, вот этими, учеными нашими казахскими, которые находятся в официальных академических, так скажем, институтах, они не воспринимают как исторические данные вот те источники, которые я сейчас буду ссылаться впереди. И это очень большая проблема именно для самой истины. То есть от этого страдает сама истина, о которой я сейчас буду рассказывать. Потом вы поймете.
это все вот эти предварительные слова, они очень важны для того, чтобы понять, насколько глубока, так скажем, сейчас проблема непонимания, значит, вот этого новшества, о котором сейчас будет сказано, ее восприятия адекватного определенными людьми, в том числе именно считающимися, значит, знающими, то есть учеными, то есть много исследовавшие, много знаний накопившие в базе своей для того, чтобы оперировать вот такими, так скажем, информацией и делать правильные, главное, выводы из этих данных, которые они находят, исторических фактов. Вот это очень важный момент. Вот поэтому, раз я не нашел таких людей, так скажем, соответствующих вот этому, которые я именно ищу, людей, понимая, с таким пониманием, поэтому приходится мне именно вот так выразить свое, значит, изложить свое вот это, свои знания. Вы извините, я просто по-русски, так скажем, немножко это подзабыл, вот этим, поэтому у меня речь такая немножко заторможена, потому что я выбираю слова, вот эти вспоминаю слова русские, чтобы изложить мысли именно наиболее точным образом. Так вот, теперь я именно коснусь именно самой важной темы. Тема, значит, происхождения нашего казахского народа и, соответственно, история развития нашего рода, народа по имени Казах с древних времен по сегодняшнее время. И сейчас, именно сейчас я буду рассказывать его отношения и, как сказать, его связь с так называемыми русами, общеизвестными в историографии, к которым относится, уточняю, не нынешняя московитская часть российского, так скажем, этого сообщества, а именно украинцы, украинское государство в древности ихними предками, которые они являлись Киевской Русью. То есть оттуда и Рус. Понятие, так скажем, этноним, закрепившийся в историографии. Русы или росы. Это народ. Но это тот народ, который жил на территории Украины. Вот этот надо, именно вот этот момент обязательно акцентированно говорю, чтобы понимали разницу, что московитская часть российского сообщества и киевская часть, значит, украинского государства, народа, это разные вещи. Поэтому я сейчас буду говорить именно о взаимосвязи казахов именно с русами древними, откуда идет название, а это имеется в виду сегодняшние украинцы. Вот. Теперь перехожу к самой теме. Будет именно самое такое сенсационное мое заявление на сегодняшний день. Я сейчас вам скажу, что это начало 2022 года. Вот то, к чему я в исследованиях своих пришел, это коснулось именно вот первые числа января 2022 года. Вот.
До этого у меня были исследования, но такого сенсационного вывода я еще до этого момента не мог сказать. Вот я именно в этот момент я к этому пришел. Теперь я буду обосновывать свои сказанные вещи. То есть сказанная вещь, вот эта сенсационная вещь, это именно то, что казахи нынешние, которые проживают в Казахстане, называющие себя казак, являются одного рода, то есть родными братьями с русами, которые в свое время проживали в Киевской Руси. Вот эта сенсационная вещь, я хочу вам это сказать именно не просто так, как это как просто слова там пафосные там и так далее, там для красного словца и так далее. Нет, это именно сейчас я вам буду обосновывать, что это не сказка, не, так скажем, это не фантастика, а это на самом деле истина, реальность. Хотя все внешние показатели этих народов совершенно, можно сказать, разнятся в противоположном, так скажем, полярных направлениях. Вот. Что скажи казахам, что русы это наши родные, это все это будут отрицать, 99%. Что скажи там украинцам, что казахи вам родные братья, они то же самое покрутят у виска и так, мягко говоря, скажут, дядя, ты, крыша у тебя поехала. В таком роде будет скептическое отношение. Это в самом, так скажем, лучшем случае. Так, отбросим все эти эмоции. Эмоции это потом. Всегда, когда идет анализ событий, сведений, фактов, да, любого, допустим, дела какого-то, любой ситуации, обязательно должна быть холодная голова, без эмоций и железная логика должна быть обязательно. То есть вот эти все факты, сведения, которые будут приводиться вот именно к этой ситуации, их надо будет потом именно составить как пазл, картину делают сейчас современно из разных этих источников, кусочки данных, известий собирают. Вот история вот точно так же мы сейчас попытаемся, я объясню, как этот пазл составить, то есть общую картину, чтобы мы увидели историческую картину, как все было на самом деле с древних времен до сегодняшнего дня, как все развивалось и как оно все изменилось. Дальше вы поймете. Вот, я сейчас сказал самую основную сенсационную вещь, теперь я ее начинаю обосновывать. Так, сейчас я именно буду говорить про казахскую историю, потом я перейду к истории Руси. Европейскую, потом к истории Руси. Смотрите, казахскую историю я не буду в этих дебри, так скажем, советского, там еще каких-то там исторических, так скажем, исследований и так далее влезать. Я не на это сейчас обращаю внимание. Я именно сейчас обращу внимание на один самый такой важный документ, который мы, получили, то есть нам судьба, так скажем, подарила из глубины там веков, там, не так совсем далеко, но ближайшие, так что где-то 300 лет назад, созданный труд, исторический труд в написанном виде, написанном на нашем казахском родном языке.
но арабскими буквами, арабской графикой. Вот этот документ, это книга, дошедшая до нас, Казбек Тавасарула, такой наш предок. Это современник Аблая Толеби Казбек Би, современник Петра I в России. То есть в те времена он жил и действовал, то есть он прожил свою жизнь порядка, сколько там, 80 чем-то лет, 82 года, кажется. Значит, таким образом, его труд, я именно предысторию расскажу, он не просто так появился, то есть это его не было раньше, поэтому на него никто никогда не ссылался в исторических этих исследованиях разных предыдущих и так далее, не знали про этот на книгу, написанную таким человеком. Вообще, можно сказать, наши люди, предки до этого даже не подозревали, что такой человек жил когда-то. То есть особо даже не было такого внимания, что такой человек был, и какого-то, так скажем, значения этому никто раньше не придавал. Хотя остались сведения о том, что он такой человек существовал, потому что о потомках его, о детях, вот, и дальше в его потомках они до сегодняшнего дня живы были. Вот этот человек Казбек Тавасарула имел титул Бек, поэтому его называют Казбек Бек Тавасарула. Его назвали в честь Казбек Би. В свое время Казбек Би старше него был. И когда этот Казбек родился, вот этот Казбек Бек Тавасарула, отец его Тавасар, он был бием, улы жүзі нашего. Он назвал в честь вот этого Казбек Би, орта жүзі. В его честь он назвал своего сына Казбеком. Вот этот Казбек Бек Тавасарула был очень грамотным человеком своего времени. В казахской степи такого человека найти было очень трудно, еще одного такого человека. Он получил по тем временам образование, как нынешнее, можно сказать, не меньше, чем гарвардское образование, как вот сейчас современные, так скажем, эти образованные люди могут этим похвастаться. Вот примерно так же. Его отец Тавасар Би, он был богатым человеком, и, значит, своему вот этому сыну, значит, он не пожалел много, значит, мал, это средств, скота, так скажем, потратил для того, чтобы его обучить. Он обучался как в Кашгарии, так и в Багдаде. Далее он даже в Стамбуле учился, и даже в Риме провел обучение по тем временам. То есть он примерно до 20 лет он провел полностью вот эту, как мы, наши в основном молодые люди, всю вот эту образовательную систему проходят от школы там, до вуза, дальше до университета и так далее. Там. Вот это все он провел в молодые годы. И полмира он проездил, в библиотеках всех крупных того времени провел учение. В общем, очень получил хорошее образование в тех временах. Поэтому я не просто так говорю.
Я это говорю для того, чтобы вы поняли, на кого я буду ссылаться, на какого человека буду ссылаться, что это не просто какой-то там, грубо говоря, колхозник, значит, написал там какую-то там сказку, допустим. Вот. Нет, это был ученый человек. Этот человек, приехав к нам сюда обратно в Казахстан, он даже начал строить обсерваторию, подобную обсерватории Улугбека в этом Туркестане. Вот. Так что вы не думайте, что он это какой-то, так скажем, чабан или что-то. Нет, это был образованнейший человек в свое время. Он был в ставке, ханской ставке Аблай-хана. Вот в те времена, когда Жунгарская война была, он был в этой ставке, то есть он один из членов этого правительства, которое в то время управляло нашей степью, нашим государством казахским. Так, вот это, значит, это я про него специально остановился. Теперь смотрите, вот этот, значит, наш предок Казбек Бек Таласарұлы написал эту книгу в 1776 году. Там конкретно точная дата определена. Вот. Эту книгу где-то, я сейчас на память, где-то 4 или 5 раз переписывали владельцы этой книги, которые были потомками Таласарұлы, Казбека. То есть за 300 лет она где-то 4 или 5 раз переписалась, потому что физически вот эти листы, на которые были написаны, они потихонечку истощались, то есть старели, и краска на них, так скажем, видать, обесцвечиваться потихоньку начинала, и приходилось этим следующим переписывать ее. Вот при переписи они прямо составили список времени, когда и кто переписал с предыдущего оригинала. То есть это по-серьезному все это велось, вот это, как говорится, архивные эти данные, так скажем, как в архивах современных. Поэтому это серьезный документ. Он дошел до нас через Ураза Жандосова, который является потомком вот этого Казбека Таласарұлы. Вот. Ураз Жандосова расстреляли в 30-х годах, но вот эту книгу его родственники сумели сохранить, и буквально в закопанном виде, там под землей, она была выкопана где-то 80-е годы вот этого прошлого века, 20 века. Потому как вот эти во время репрессий 30-е годы прошлого века, сталинских репрессий, всех интеллигенцию казахскую поистребляли, все их труды там поуничтожали, какие могли найти. И вот нам повезло, что именно вот этот труд, просто наши вот эти Ураз Жандосова, эти родственники, рискуя своей жизнью, буквально, они ценность этого понимая, сохранили и до нас донесли. Это просто героические героические поступки, которые мы должны оценить по достоинству, казахский народ. Я это тоже именно касаюсь. Я сейчас не тороплюсь и говорю это специально, чтобы понимали, так скажем, вот это для своих родственников, қазақ ағайындар үшін айтып жатырмын осындай ақпаратты. Так, теперь предысторию я сказал. Теперь смотрите, в этой книге Казбек Бека Таласарұлы
Называется она «Туп Тухьяннан Өзмешин». Вот в этой книге в основном приводится, так скажем, история Джунгара-казахской войны в то время, так, где 18 века, с начала 18 века почти до конца, то есть полвека войны. Там не только полвека войны, там приводятся исторические, значит, сведения не только именно той войны, но и предыдущих этих военных действий, конфликтов казахов с джунгарами. То есть на самом деле там война не длилась там именно там какие-то там 40 или там 50 лет. Она затянувшаяся война, предыдущие еще столетия, там с 1500-х, 600-х годов, там почти 3 века длившаяся война. Вот, и в конце концов она вот закончилась этим полным разгромом джунгарского ханства. Но это основная часть там описана именно на ту тему. Но в начале вот этого труда, исторической книги, наш предок Казбек Тавасарова приводит сведения о происхождении нашего казахского народа. Он приводит именно Ата Шежре, нашу родословную, нашу самую, так скажем, стержневую, главную родословную, вот это древо казахское, дерево вот это, которое изображают в родословных Шежре, древо тюрков, вот это он приводит именно в своей книге. Вот. На это он где-то порядка 100 страниц где-то отводит описанию вот этой области знаний. Теперь смотрите, важный момент именно в этом Ата Шежре, в родословной, то, что я коротко теперь скажу, что мы, казахи, называем себя казак по имени нашего общего всех предка, которого звали именно Казак. Он жил порядка 3000 лет назад. До сегодняшнего дня, если считать от наших сегодняшнего поколения, примерно 96 или 97 поколений до этого нашего предка Бабамс, самого, так скажем, главного предка, имя которого мы, весь народ казахов, носим. То есть мы все называем казак по нашему деду, которого звали Казак. Мы казахи, мы казактармыз. Вот теперь вот у этого казака примерно через 6-7 колен, я сейчас не буду прям вдаваться там точно по подробности, там почитаете, найдете. Значит, был потомок рождается потомок по имени Арыс. Вот Арыс, он был сыном Жумана. У Жумана было 2 сына, Арыс и Сабр. Вот одним из них был Арыс, то есть из 2 сыновей был Арыс. Сейчас, значит, мы будем, как сказать, я буду говорить именно про Арыса. Арыс, правильно, на самом деле, имя его настоящее Анарыс. Его мать ласкательно называла его Арыс, и поэтому, значит, дальше в истории он остался известен под именем Арыс у нас, у казахов. В Южном Казахстане, в Чимкентской области, протекает река Арысь, называют по-русски, там русские Арысь назвали, наши казахи тоже Арысь.
Вот на самом деле правильно Арс, там река. Вот эта река в его честь названа. То есть не он назван в честь реки Арс, а именно река названа в его честь. Потому что он в этих местах как раз проживал, это родина его Арса, наши казахские степи. Предгорье Алатау. Теперь у Арыса мать была эллинка, то есть гречанка, грек қызы болды. Греки называли нашего Арыса Анахарсис или Анархисис. Если загуглите, то вы там найдете этого человека. Скифский ученый, мудрец, вот так вы найдете, увидите. Есть про него много информации. Вот это Анархарсис и Арыс, это вот это одно и то же, один и тот же человек, это наш предок Арыс. Таким образом, у него мать была эллинка, то есть гречанка, и поэтому греки были для него, когда их знают, нағашы жұрт болды, нағашы. То есть родственники по материнской линии. И он хорошо знал и греческий язык, и наш казахский язык свой, родной. Он полжизни провел в Европе. Вот этот Арыс провел полжизни в Европе. Он там получил знания, образование, вот как вот примерно Казбек Бек Тавасаров. Образование получил, с самыми там учеными людьми того времени общался, дружил, греки его так почитали, что его назвали в составе 7 мудрецов света. В том числе и был вот этот Анахарсис, скифский мудрец. Вот там посмотрите, в Гугле поищите, там в других книгах найдете. Он очень был мудрым человеком, всю Европу за полжизни, естественно, он проходил, проездил и так далее. Он, в тех местах все практически, все его знали, и он всех знал. Вот сам он был, самое главное, царского рода, Арыс наш. То есть в наших степях, казахских степях, он был именно, потомком хана. То есть династия царская. Вот, он был принцем, а потом дальше, естественно, хан, сам этой династии продолжателем. То есть его потомки тоже царского рода занимали все почетные места в тех, я дальше скажу, в тех государствах, которые были образованы под его, под его эгидой, под эгидой его потомков. Вот примерно как у Шыңғысхана, там Жоша, там Шағатай, там Угидей, то ли вот они, его и их потомки там правили там государствами разными в Алтын Орде, Золотой Орде. Вот примерно так же и там у Арыса были свои вот эти государства, которыми они правили, его дети, его потомки. Я вот к этому сейчас приведу дальше повествование. То есть он был царского рода. Теперь смотрите, это тоже важный момент. Я не просто это все говорю. Вы просто поймете потом, почему я это говорю. Кто понимает, мысль анализировать умеет, логика хорошо работает, то есть такой критический взгляд, подход, так сказать, аналитический ум, они поймут, почему я вот на это останавливаюсь, обращаю внимание. Вот, теперь смотрите. Вот этого Арыса было 6 сыновей. Это вот именно из Ата-Шежре,
Казбекбека Таусарова. Там указано 6 сыновей, их имена: Ак, Пан, Жан, Бал, Бол, Бек. Вот эти 6 сыновей. Вот Ах и Пан, они умерли в молодые годы. Значит, там они, значит, пошли на очередь, так скажем, этих лошадей искать зимой. То есть их, видать, очередь была, они пошли искать, высоко в горах они туда зашли, и там они, в общем, погибли. Не знаю, как, это не указывается, но, в общем, они умерли. Может быть, лавина там какая-то была снежная и так далее, это можно догадываться только. В общем, они умерли. Вот после этого, значит, вот именно те вот эти месяц, когда они пошли зимой за лошадями, когда они умерли, называются Ека Гаенде у нас у казахов. Или Акпан. Вот это Ак, это именно Ак, Пан. Вот это февраль месяц у нас называется Ахпан. Это вот поэтому, потому что в тот месяц эти два брата, они умерли в наших Алатау, в горах Алатау. Вот теперь у Ак, у старшего брата Ак, остались дальше это дети, сыновья. Сейчас я не буду рассказывать, у него остались дети. Это в Шежире там указано. А у Пана он был молодой, он не женился тогда. У него детей не было, не остались. Поэтому теперь, поэтому я еще не буду говорить, дальше, смотрите. У Жана было два сына, Ар и Кун. У Бала, Бола и Бека тоже были свои сыны, потомки. Я сейчас не буду вдаваться в эти подробности. Здесь важно именно то, что потомки Ак, сына Ак, Арыса, называются Ак-Арысом у нас у казахов. Ак-Арыс. Потомки Жана, Жан-Арыс. Потомки Бека, Бек-Арыс. Вот эти три, значит, названия, они формируют наши три жуза современных казахов. Вот. То есть мы все родственники, вот эти казахи, мы все родственники. В конце концов, наш общий предок – это вот Арыс. Теперь так. Возвращаясь в книгу Казбек Таусарова, теперь обращаю внимание на такой момент. Очень такой незаметный, но очень-очень важный. Вот он пишет, Казбек, что, значит, когда он возвращался с Европы, из Рима, своего обучения, проезжая в районе земель возле Дуная, реки Дунай, Дунай-Дайраса пишет, я, говорит, вместе с Утеген Батыром, Утенберге, с Утеген Батыром, они друзья были, мы встретили, говорит, немало, говорит, народов, браз ель кездестірдік дейді, называвших себя потомками Арыса, дейді. Внимательно вот к этому отнеситесь. Дальше он пишет, демек, говорит, значит, Арыс, потомки Арыса, мы же являемся казахи потомками Арыса, он уже это прекрасно знает, понимает. Говорит, это, значит, потомки Арыса довольно много, как говорится, он говорит, даже в тех местах есть, оказывается, говорит,
Вот. То есть он это так заметил, но не то, что он это подчеркивает, это я подчеркиваю это специально. Вот. Он говорит, что даже там, говорит, есть потомки Арыса. Ну, говорит, наши, вот, которые мы, свои казахи вот здесь, которые в Казахстане живем, потомки Арыса, мы достаточно сами, так скажем, развиты и, значит, то есть это мы сами достаточно, так скажем, развиты и оставили свой след, что мы джунгарское ханство, мы с лица земли стерли. Вот так он написал. То есть дальше он обращает внимание на нас, на казахов, а тот момент он просто походя задел. Вот то, что там в районе Дуная, там тоже себя называют народы Арыса, потомками Арыса. Вот. Теперь смотрите, то, что он походя задел, я вам обращаю на это внимание. Когда он проходил, они с Утеген-Батыром проходили через земли возле Дуная, это ясно, что он возвращался сюда, в Казахстан, к нам, по Северному Причерноморью. Ясно, что он проходил через украинские земли. Понятно же? Здесь логику включаем. Теперь ясно, что раз он там проходил, он кого там видел? Украинцев, логично? Вот теперь смотрите, раз он проходил через украинские земли, раз он, значит, встречал там, как он сказал, что потомков Арыса, значит, вот эти украинские народы, они считали себя потомками Арыса. Понимаете, да? Теперь логику включаем. Украинцы в древности себя как назвали? Правильно, русами. То есть их государство называлось Русь. Теперь логика ваша, смотрите, пазл склеивается. Раз наш вот предок заметил вот эту вещь, Хазбек Бек Тавасарова заметил вещь, что тогда, когда они проходили 300 лет назад, еще в те времена, те люди, народы, которые тогда жили, они не забыли, что они потомки Арыса. И вот, значит, мы сейчас вычислили, что это в те времена там украинцы жили, то есть они тоже, значит, они же и знали, что они потомки Арыса. Значит, Русь, это правильно называется Арыс. Логика. Вот вы произносите слово Арыс, потом уберите, получится Рыс, Русь. Понятно? Рыс или Рос или Русь. Если убрать. Поняли, да? Вот логика вот в этом, сила логики. То есть у историка, как ученого, должна быть именно тоже интуиция сильно развита, чтобы понять прошлое, сравнить его, так скажем, с реальностью и именно не относиться как к бездушным, так скажем, предметам, вот, допустим, факты, артефакты, допустим, или там сведения о прошлом, там когда кто-то написал что-то, именно попытаться вникнуть в атмосферу самого вот этого того, кто оставляет вот эти сведения нам, понимаете, в те времена, там, допустим, писатели, ученые, там, путешественники, например, что они могли видеть, что они отражают у себя в записях и так далее. Так вот таким образом я вот подошел к этому моменту, то есть включил логику и вот эти разные факты, которые я до этого встречал, изучая, допустим,
читая много материалов исторических и так далее, вот, все это в голове, так скажем, у меня собирается, и я вот это анализирую, и вот этот момент я вот вычислил чисто логически, что вот они говорят об одном и том же, но разными словами, поняли, да? Вот поэтому я сейчас теперь вот эта логика, триумф логики в этом заключается. Одни и те же вещи, одно и то же народ называются по-разному, разные соседи, или там они сами себя тоже и так далее. Это говорит о том, что со временем потихоньку искажается информация, привносятся другие звуки, язык потихонечку меняется, вот эти века дают о себе знать, целые жизни проходят, и потихоньку под давлением событий жизненных определенных, там не только войны, там развитие, там это мирное время, это, ну, в общем, целые жизни проходят, вот, почти 100 поколений прошло от нашего предка казаха. Это 100 жизней, представляете? За это время так все могло там поискажаться, поизменяться. Но вот именно мы, казахи, именно сумели донести многовековую историю и, так сказать, образ мышления, образ жизни до сегодняшних дней. За счет этого мы вот смогли, сейчас я смог, например, вот это понять, вот такие вещи, о которых я сейчас говорю. Так вот, теперь самый вот этот важный момент, что русы, росы и арыс – это одно и то же. То есть украинцы в те века раньше, там сколько там изучают разные вот эти где-то 10 века, там 9, 8 века, в то время еще они называли себя росами, русами. Почему они так называли? Обязательно теперь надо понять логику. Любой народ себя называет, вот мы, казахи, там не просто так себя называем казах, мы называем себя по имени нашего предка, которого звали казах. Теперь вот, например, после Шыңғысхана узбеки себя сейчас называют узбек, именно потому что ханом у них был узбек. Понятно, да? Хотя там внутри много племен в этом народе. И там в основном все казахские племена. Теперь вот эти росы и русы, они себя называли по имени своего предка. Они помнили, что их предок был либо предок, либо их, значит, царь был в свое время, вот этот арыс. Понятно, да? Поэтому они себя называли русами или росами, то есть арысами они назвали. На самом деле были они арысами. Они не просто так, они не по речке, там, которая Русь там течет там где-то там в Украине, не по речке они себя назвали, а по своему царю или по своему предку. Вот именно я вам скажу, именно по предку я вам скажу. Потому как его потомки арыса расселились по всей Европе, я вам сейчас скажу. Потому что я вам до этого подчеркивал, что арыс был царского рода. Вот у нас у казахских ханов издревле ведется вот эта традиция, когда раньше монархическая же была, значит, система государственности. И вот ханы своим сыновьям распределяли доли своего государства. Вот как при Чингисхане, например. Улусы разделяли. Улус Шагатая, улус Жошы, улус там Туле и так далее. Это точно так же и раньше вот при Арысе
так как он царского рода, он своим потомкам распределял улусы в тех местах, в европейской части. Вот, потому что скифы в то время уже населяли почти там пол Европы в то время. Вот. Теперь, так как он был царского рода, у него, естественно, было много жен. Не одна жена. Я 100% уверен, что как у всех ханов, например, там и там, несколько жен и много детей. Так что я не удивляюсь, что, скорее всего, за полжизни, пока он там в Европе жил, у него было много еще других, потомков от других жен, скорее всего, европейских жен. Вот от местных, так скажем, жителей, которые там в те времена населяли, вот он там их наплодил. То есть мы здесь, казахи, допустим, от Ак, Жан и Бека здесь происходим. То есть мы здесь скифские потомки его, Арыса. Но, скорее всего, там были и, скорее всего, и эллинские там жены или еще там какие-нибудь, которых до нас не дошло, потому что мы только своих знаем, предков казахи. Мы их своих же ведем родословно. Вот теперь смотрите. Поэтому неудивительно, что в Европе, вот эти потомки Арыса дальше, распределялись, брали себе, как у нас, вот, улусы, вот, у Чингисхана. Вообще, улус это правильно называется улес вообще, по-казахски улес. Улес доля называется. Вот доля в царстве, например, в ханстве. Вот у каждого своя доля улес. Вот и потом она улус превратилась в название, и вот исказил. Ну, я говорю, со временем все искажается, слова искажаются, все, так искажают, что потом, понять не могут. Мы своих там не можем там узнать своих родичей там, после стольких многовековых разлуки, как говорится. Вот теперь смотрите, вот эти улусы, которые распределялись у Арыса своим потомкам, они тоже назывались, как и вот здесь, например, узбеки, там у хана узбека, допустим, потомок тоже Чингисхана и так далее. Также и там, в Европе, земли распределялись вместе с населением, которое там было на этих землях. И их, возглавляли, потомки вот этого Арыса. Почему я так говорю? Потому что я знаю вот эту свою казахскую вот эту традицию, вот, традиционную историю. Это тоже важный момент. Это не просто так все это. Не думайте, что традиции там и так далее, особенности национальные, да, это все ерунда там и так далее. Это абсолютно не ерунда. Она влияет на все, на всю жизнь и так далее. На все, что вот на поверхности Земли происходит в человеческом роде, она на все влияет. Поэтому, получив вот эти улусы, доли в Европе, потомки Арыса распространились по всей Европе, я вам скажу. С теми землями и с тем населением, которое они получили в свое управление. И, соответственно, они создали государственность многих там стран, которые европейские сейчас себя называют европейскими странами. Вот смысл в чем. После вот этой логики дальше я вычисляю, что рядом с украинцами, русами, арысами живут белорусы. Знаете же, да? Почему они называют себя белорусами?
Не из-за того, что они белые русы. Вот, логика, смотрите. У Арыса были сыновья Бол, Бал, Бег. Вот теперь смотрите. Бал Арыс или Бол Арыс. Вот белорусы, правильно, это Бал Арыс или Бол Арыс. Понятно, да? Вот откуда названия ведутся. Не из-за того, что там они белые или там другие, там великие, там великороссы, там и так далее. А из-за того, что вот был у них хан по имени Бал, и Бол тоже был хан. Вот теперь дальше, смотрите, Балканский полуостров, Балканы, вот эти горы Балкан. Они почему Балканы называются? Потому что Бал-хан, Тау, вот этот был хан у них, Бал-хан. Вот этот Бал, он был ханом. Это как раз потомок, вот этот сын вот этого Арыса. Бал-хан. Поэтому Балканы. Балкан правильно там. Сейчас исказился на Балканы. Вот. Альпы, которые там в Европе есть горы, они почему Альпы называются? Правильно называется Алп, потому что Алп поискажалось на Альп. Альп. Там мягко стали. Вообще Алп это великан. Ну, здоровый. Вот такие вот вещи, которые я вам хотел объяснить. Теперь смотрите дальше, подтверждение этой логики я вам говорю. Вот это Арыс, сам Арыс был большим, таким здоровым человеком, таким богатырского телосложения. Он не только умом отличался, но вообще он был такой развитый такой человек во всех отношениях, и физически тоже. Вот, и поэтому наши казахи, вот, есть такая фраза «арысым», «арыстай адам», то есть такой, как арыс, похожий на арыса, то есть здоровый такой богатырского человека. Вот, значит, отсюда и слово «арстан» у казахов, это лев. Значит, вот, то есть здоровый такой существо, или там, то есть арыс, это как арстан, означает вот такое здоровое такое существо. Вот, хищник. То есть арс это тоже, арстан это вот именно от слова, что арс, то есть аналог этого, так скажем, слова, происхождения этого слова. Теперь смотрите, почему я это говорю? Лев, Арстан, Арс. Почему лев? Не просто так. Теперь смотрите. Галицкая Русь, это предшественница Киевской Руси, в древних исторических там названиях. Галицкая Русь называется. У нее, кстати, да, вот именно ее касается сейчас разговор. У этой Галицкой Руси одно время, значит, эти правители, цари, носили титул Кагана. Каганами были. И это не просто так же, как у тюркских каганов, там, Культигин, там, Бумын Каган, в общем, все тюркские каганы. То есть каганат был. Фактически Галицкая Русь, она была каганатом, раз он Каган титул носил. И это не просто так, это не ошибка. Не думайте, что это там случайность какая-то там закралась туда. И это все подтверждает вот эти вещи, которые мы говорим, что тюрки, казахи, вот, украинцы, да, мы одного рода племени
скифы – это те же украинцы. Савроматы, сарматы – это тоже вот вы, украинские, там белорусы тоже в том числе. Это вот ваши предки народы, это и есть те скифы, которые мы тоже. Мы с этой стороны азиатские скифы, вы там европейские скифы. Вот оттуда у вас много курганов на ваших территориях, скифские захоронения, сарматские, савроматские. Почему сарматский, савроматский? Потому что у Арыса был брат Сабр. Вот где ключ. Сабрамат – это и есть савроматы, то есть потомки этого Сабра, они тоже участвовали, так как он царского рода же, и Арыс, и Сабр, ну, родные братья, сыновья Жумана, они все царского рода, то есть они тоже участвовали в этих, значит, государствах, то есть их не эти потомки и Сабора, значит, тоже владели, так скажем, ну, были как это этими принцами, так скажем, этих земель, которых правили потомки Арыса, царского рода. Вот я для чего говорю, вот у Галицкой Руси, сейчас я на этот обращаю внимание сейчас в данный момент, Украина сейчас в Раде, да, обсуждает вопрос изменить герб Украины на такой древний герб, который был раньше в Галицкой Руси. А на этом гербе там изображен лев. Лев. Обращаю внимание, лев. Вот почему никто вот из украинцев не сможет объяснить, почему лев, например. Ну, скажут, что пафосно, что да, он там царь зверей там, и так далее, там, и так далее. Я вам скажу, что это не просто так, что царь зверей, а потому что лев – это Арес, потому что вы русы. Вот почему лев на вашем гербе древнем изображался. Там до X века где-то вот такой. Теперь дальше смотрите. Посмотрите на гербы, древние гербы всех европейских государств, посмотрите. Там почти во всех государствах, там и Франции, и Англии, и Германии, и Швеции, там, и Испании тоже. Там везде на гербах изображены львы. Скажите, пожалуйста, Европа и лев, какая связь? Никакой. Львы в Европе не водятся, они в Африке водятся. Так, теперь объяснение, почему? Они сами не знают, вот эти европейцы, вот почитайте, там я смотрел в интернете, там, что они думают по этому поводу. А они сами не знают, почему у них там лев изображен, там англичане, например. 3 льва у них там изображен. Они сами толком этого не знают, только какие-то там нелепые догадки и так далее. Лев водится в Африке. А решение этой загадки, отгадка. Потому что лев – это Арес, это все царские династии вот этих европейских стран, они все друг с другом связаны, они родственники. Все вот эти монархии, они в основном, как мы, казахи, ведут свою родословную, прямо пишут своих предков. Вот эта традиция вести родословную, это от нас так распространилось. То есть не то, что от нас, то есть от нашего предка. Мы просто сохранили это, а вот все остальные другие народы, они просто растеряли. А вот эти монархии, они были так как нашего рода, так скажем, рода Арыса. Поэтому они сохранили эту традицию и старались вести свою родословную, то есть в Чежире по-нашему. Но у них, я заметил, там, примерно около, максимум, по-моему, около 1000 лет, я насколько там смотрел, там некоторые
В основном там 500 лет, там примерно вот так. Это примерно там 15, 20, ну максимум 30 поколений предков. Если по 30 лет одно поколение считать, предков 30 лет, там на 30 поколений, 900 лет, ну примерно 1000 лет получится. Вот. Поэтому, смотрите, это не просто так. То есть лев изображен на их гербах, потому что они помнят свое происхождение, что их предок был Арысом. Вот в чем загадка была и в чем тайна была, и вот в чем отгадка этой тайны. Вот это я хотел отметить важный момент. И вот про Галицкую Русь я до конца не договорил, про Украину. Откуда у них там казаки-то взялись? Они называют козак себя. Вот. Они носили шаровары, да, чубы носили. Это все не просто так. Они себя назвали козак, потому что им осталось от предыдущих своих там предков вот это название, что они потомки казака. То есть казак и козак это одно и то же. Это один общий предок. И у них, у казаков, и у нас, у казаков, один общий предок казак. Мы его называем именно казак, поэтому мы не забываем по этому предку себя, самоназвание у нас. Эти казаки это то же самое. Почему они шаровары носят? Потому что шалбары, это вот казахи, вот эти брюки, штаны называют шалбары. Ну вот у них там сохранилось это древнее вот это название казахское, шалбар, шаровары, поэтому они называют. Поэтому они вот эти чубы носят, вот это кекль мы называем, кекль или айдар называем мы казахи. Вот это и есть вот эта прядь волос там на голове, это вот оттуда все, с тех древних времен, когда мы были близки, так скажем, братские народы, то есть наша культура была похожа, так скажем, в определенных вещах, еще сохранившиеся были моменты. А потом со временем там порастерялась. Вот. Пыль времени, веков, она, закрыла вот это прошлое, которое было у нас общим. Вот это я вот это хотел сказать, рассказать и обратить на это внимание. Очень важный такой момент, который вот современные историки и до этого, так скажем, никто, я не видел я такого, я просто не знаю таких. И не было. Было бы оно уже сейчас бы, мы бы об этом все знали бы, все об этом давно говорили бы и там на этом, так скажем, учились бы на таких сведениях. Но не было такого сведения, о котором я сейчас сказал. Это вот как раз тайна, которая вот мне удалось раскрыть вот путем вот составления пазла вот этих исторических данных, сведений разных источников, разных значит, народов, разных значит, из разного времени, разных мест, так скажем, на Земле, которые мне удалось по воле, значит, Бога, по воле Тенре, казахи называют Тенре, куда им собрать и вот собрать вот эту картину из пазлов, общую картину. Вот отсюда, уже отталкиваясь, можно рисовать, так скажем, можно понимать взаимодействие, значит, процессы, которые происходили вот в Евразии, на Евразийском континенте. Как это, значит, было развитие всемирной истории общей.
развития. Вот. Но здесь я не должен забыть еще, значит, человека, который тоже приложил большой свой вклад вот в понимание вот этой мировой истории. Вот, но по-своему он свою, так скажем, это по своей линии прошел. Сейчас. Своим исследовательским, так скажем, способом он провел исследования и изложил в своей книге. Это Аскарова Селиубаев. Он в своей книге Байдбек Би написал там свои исследования, много чего написал по нашей казахской истории. Коснулся тоже вот этой евразийской истории тоже. Но там я не видел вот про русов, и про вот то, что я сейчас здесь рассказал, я вот этого ничего там я не видел. Там, это я уже сам доисследовал, так сказать. Вот, коротко бы это, если я рассказал бы, было бы много разных, так скажем, возгласов, там, эмоций, там, ненужных и так далее. Да, это ерунда, там, это что за фольк-хистори, там, оно сейчас вот многие там модные слова там напридумывали, вот, скептически относятся там к исследованиям людей, которые, не являются профессиональными историками, вот, и вот такое отношение, там, какое у тебя, как сказать, академическое звание ты имеешь, там, ля-ля-ля-ля, там. Это в этой сфере это не важно, какое у тебя сейчас академическое звание. Важно то, как ты к этому относишься и насколько у тебя серьезный и систематический к этому научный подход. Вот что важно. Я сам по себе ученый, физик. Поэтому науку мне не понаслышке, я это знаю. Я сам наукой занимался. Вот. Просто я от физики отошел в 90-е годы. Это там причина была совершенно другая. Не из-за того, что там неспособный был, а из-за того, что обстановка была такая трудная, то есть науке не уделяли должное внимание. Вот. И, соответственно, там было невозможно заниматься ей, чтобы там обеспечить свое существование дальнейшее. Поэтому мне пришлось уйти с поля науки на другие сферы жизнедеятельности. Но то образование, которое у меня было получено, я его не растерял, то есть я развивал его, продолжал, но в разных других сферах, так скажем. Вот раз аналитический склад ума есть у человека, он всегда в жизни не то что пригождается, он применяется и он развивается, он не стоит на месте. Вот в данной ситуации я именно по исторической тематике сейчас изложил свои достижения. Но этих достижений у меня не только по истории, очень серьезные достижения по психологии. Это отдельная тема. В медицине. Да, и миропонимании. Можно сказать, мировоззрение, даже с теологией контачит. Вот в этих сферах у меня есть серьезные достижения. Потом я где-нибудь в других местах этого коснусь, может, вы тоже это узнаете. Но сейчас в данный момент это разговор именно о Украине.
был о Украине и о казахах, о украинцах и о казахах. Украинцы сейчас в данный момент, белорусы, молдаване и казахи – это одного происхождения народы. Вот резюме вот такое. Дальше я вам просто спрогнозирую не только вот эти Украины, казахи, это, значит, там дальше все вот эти балканские страны, которые там находятся. Дунай течет там от Германии, начиная, втекает в Черное море. Все эти страны, которые протекают, там, соответственно, народы тоже происхождением с нами связаны. Поэтому это неудивительно, что там наши казахи вот, иногда так выражается, что и тот казах, и этот казах. Про народы, когда говорят, вот, например, найманы говорят, там, они найманы, те найманы. Это, с одной стороны, как выглядит смешно, но это, в этом есть чувство родства, которое они чувствуют, но объяснить не могут. Ну, что-то вот именно родное, оно не просто так они чувствуют, но вот эта интуиция им подсказывает, что и те тоже казахи. Почему они так говорят? Потому как это проявляется в определенных, значит, этих проявлениях своих. Вот почему казахи часто так и в сторону Китая, там, и в сторону Европы говорят, что те казахи тоже там и так далее. Вот это корень именно из-за того, что вот наш вот этот древний народ, мы казахи сами очень древний народ, не то, что сейчас там говорят, пытаются нам там 550 лет казахского ханства там приписать, что мы оттуда только появились, это все это ерунда это. Это только ближайшая, только наша форма государственности, просто казахское ханство именно. На самом деле наши формы государственности до этого в разных формах были. Вот эти тюркские каганаты, они все практически, они все казахские каганаты. Вот разные, значит, союзы вот этих племен казахских родов. Вот. Поэтому и скептически к казахам так не относитесь. Они просто многие не изучали, так скажем, вот эту историю древнюю там на научном уровне, поэтому они просто интуитивно это выражают, говорят, знакомые находят какие-то слова, допустим, или там названия, там рек и так далее, топонимов, и они, для них это казахское, сразу родное там выскакивает, поэтому они говорят, что казахи. На самом деле вот те народы, которые там проживают в тех местах, то есть которые проживали и оставили такие следы, они как раз они наши родные народы, поэтому значит такое родство чувствуется. Это просто наши, как сказать, не троюродно четверюродные братья, а там 70-80 юродные там поколения, коленные братья наши. Вот так примерно воспринимать надо. Вот. Ну вот пока что все на этом. Продолжение следует. Забыл сказать еще имена Арслан, Руслан, Аслан. Это все у них единый корень Арс, лев. Вот это я хотел сказать. Вот это оттуда все корни растут. Потом у казахов некоторых, значит, в Шежире встречается Орсхан такой. Орсхан. И вот, современные казахи немного не в непонятках. Почему Орсхан? Причем тут, русские так по-своему так мыслят. На самом деле тоже искаженное, правильно, Арсхан. Вот. Видите, вот эти искажения у нас тоже в Шежире до нас дошли. Вот это надо тоже понять правильно.
Не Орсхан, а Арсхан должно быть. Вот так должно быть написано. Так что вот это имейте в виду, казахи. Я осознаю, что вот то, что я сейчас здесь изложил, вот эти знания, новые знания, познания из истории, которые никто в мире еще не знает, они произведут эффект взрыва мозга, когда до людей дойдет, до мирового сообщества, до, так скажем, до ученых мужей и до простых людей, когда до них это дойдут эти знания. Вот. И я осознаю, что это будет, так скажем, большое-большое открытие в мире, которое перевернет некоторым образом сознание людей. Вот. Возможно, даже может повлиять на ход истории, наверное, мировой. Вот. Поэтому вот это я на самом деле осознаю, насколько это грандиозное, так скажем, открытие. Вот. Ну, что сказать. Ну, как бы надо, чтобы люди знали, откуда это знание, так скажем, источник этого знания, откуда оно, кто его, так сказать, выдал в свет. Ну, чтобы люди знали автора и в будущем ссылались на автора для этих целей. Назову свое имя. Руслан Танатула. Фамилию не буду произносить. Сами найдут, догадаются. В будущем поймут люди. Наши казахи. Будьте здоровы, будьте счастливы.